2018 год. Венесуэла, страна, которая имеет самый большой запас нефти в мире, столкнулась с рекордно высоким уровнем инфляции, который по данным правительства составил 1 миллион 698 тысяч 488%. Цены в стране росли не по дням, а по часам, и все дошло до того, что за обычную курицу жителям приходилось платить 14,5 миллионов венесуэльских боливаров, а это всего чуть больше $2 американских. Деньги в стране стали реально обычными бумажками, которые люди просто выбрасывали, ведь они стоили ровным счетом ничего. Население страны пыталось перейти на доллар США, но правительство запрещало ввоз валюты в страну, ограничивало банковские переводы и продолжало печатать деньги. А поскольку хранить все свои сбережения в национальной валюте стало просто самоубийством, люди открыли для себя такую вещь, как биткоин. Биткоин и другие криптовалюты стали надежной защитой от гиперинфляции в стране, из-за чего все, кто имел телефон и доступ к интернету, стали ими пользоваться. К такому же решению пришла Аргентина, Бразилия, многие страны Южной Африки, а Сальвадор вообще сделал биткоин законным платежным средством. И вот, начиная с 2021 года, высокая инфляция пришла и в Америку. Конечно, 6% инфляции в США не сравнится с миллионами в Венесуэле, тем не менее даже такого увеличения хватило, чтобы ФРС подняла ставки до рекордных уровней, создав при этом жесткое давление на банки, которые начали банкротиться один за другим, а вкладчики массово приступили выводить свои деньги. После чего инвесторам пришлось искать надежную альтернативу для хранения своих сбережений. И если ранее классическим защитным активом от инфляции и падения доллара было золото, то сейчас новым цифровым золотом стал именно биткоин. Но неужели биткоин действительно не подвергается инфляции, как мировая валюта доллар? На этот вопрос нам предстоит ответить в сегодняшнем видео, поэтому смотрите его до конца и вы узнаете, почему падает доллар США, как ФРС убивает финансовую систему Америки, может ли доллар повторить судьбу Венесуэлы и как биткоин может спасти от мировой инфляции. Перед просмотром я попрошу вас поддержать данное видео лайком, ведь только ваша поддержка влияет на скорость выхода новых интересных роликов. Поэтому всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Поскольку сегодня мы будем говорить об инфляции, нельзя не сказать, что уже буквально через 2 недели США объявит индекс потребительских цен за март. А учитывая, сколько денег напечатала ФРС за этот месяц, данные могут быть нерадужными, что несомненно отразится на рынке акций и крипты. Поэтому, чтобы не пропустить ИПЦ и другие важные отчеты, просто подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем только все самое важное. Ссылка на телеграм, как всегда, есть в описании. Мы вас ждем именно там. Ну а чтобы сегодня вы максимально понимали, о чем пойдет речь, сперва давайте разберем, что такое инфляция на самом деле. Простым языком, инфляция – это обесценивание денег и увеличение цен. То есть, если сейчас ваш любимый кофе стоит $2, а через неделю 2,5, это не значит, что его сделали более вкусным, а просто начался процесс инфляции. Некоторые путают инфляцию с девальвацией, но это разные вещи, ведь девальвация – это обесценивание национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. И получается так, что при девальвации растет цена доллара в обменнике, а при инфляции растет цена вашего кофе. И эти два процесса тесно связаны между собой. Реальность сейчас такова, что на фоне роста процентных ставок и очередных попыток спасения банковского сектора от ФРС, многие инвесторы начали сомневаться в безопасности своих активов. И это касается не только инвесторов из США. Сейчас из-за банковского кризиса ФРС продолжает печатать деньги и вливать их в банки, чтобы поддерживать ликвидность. Но это привело к увеличению баланса ФРС на 400 миллиардов долларов буквально за последние 2 недели. А это значит, что сокращение резервов на 64%, которое они кровью и потом добивались на протяжении года, просто пошло коту под хвост. И это увеличение резервов давит на стоимость доллара, который уже на протяжении месяца продолжает падать. И многие инвесторы попали в ловушку, когда хранить деньги в банке рискованно из-за потенциальных банкротств, а держать наличные под матрасом также невыгодно, ведь доллар постепенно начинает поедать инфляция. С подобной ситуацией инвесторы сталкиваются далеко не в первый раз, ведь во время кризиса 2008 года доллар также активно падал в цене, но исторически так сложилось, что во время падения доллара лучшим защитным активом является золото, и на самом деле в него инвестируют не с целью заработать, а с целью сохранить деньги, из-за чего золото продолжает расти и по сей день. Тем не менее, с недавних пор еще одним активом для сохранения средств стал биткоин. Многие все больше стали диверсифицировать свои портфели и доверять альтернативам, таким как биткоин, вследствие чего за последнее время в сети
сети было создано более 4 миллионов новых кошельков с балансом от 0,1 BTC. Вот поэтому мы и наблюдаем рост биткоина, а не альткоинов, которые сейчас находятся не в лучшем положении. Но если сейчас инвесторы используют биткоин как защитный актив, то в 2018 году он стал реальным спасением от гиперинфляции в Венесуэле. Например, за 2021 год Венесуэла стала третьей страной в мире по использованию криптовалюты, а с 2018 по 2023 год использование биткоина в стране росло с каждым днем. Конечно, было бы проще использовать доллар, но правительство запрещало продавать валюту в стране. Понимая, что биткоин запретить они не могут, в 2018 году Венесуэла решила сделать свою криптовалюту – El Petro, которая очень похожа на современные CBDC. Но назвать El Petro криптой сложно, ведь он все равно был обеспечен нефтью и драгоценными металлами, а доступ к блокчейну находился только у правительства. А вот биткоин был на вес золота, и в 2019 году его стоимость в стране удваивалась каждый день. Но пока Венесуэла боролась с биткоином, Сальвадор в 2021 году одобрил его в качестве законной валюты, чтобы уменьшить инфляцию в стране и избавиться от сильной зависимости от доллара. После чего даже зарплату местные жители получали именно в биткоинах. Но судя по тому, сколько денег Сальвадор инвестировал в биткоин, сейчас страна находится в очень большой просадке из-за его падения на 60% с начала 2021 года. Так получается, биткоин не так уж и хорош против инфляции? Давайте это разберем. Но прежде чем мы это сделаем, хочу вам рассказать о спонсоре этого видео. На сегодняшний день, когда майнить биткоин становится все сложнее, а создавать свои фермы очень дорого, существует такая вещь, как облачный майнинг, который позволяет вам арендовать оборудование для майнинга криптовалюты, чтобы на этом зарабатывать. А преимущество состоит в том, что все происходит дистанционно. И такой функционал предоставляет провайдер облачного майнинга WinMiners. Данный сервис позволяет в один клик начать майнить криптовалюту абсолютно с любой точки мира. Работает все очень просто. Пользователи берут в аренду майнинговые мощности, приобретают майнинг-контракт и начинают добывать криптовалюту. У WinMiners есть несколько тарифов, которые каждый может выбрать для себя, а оплату тарифа можно проводить как криптовалютой, так и фиатом. Вывод средств проводится без комиссий и доступен от 1 USDT. Также у сервиса есть партнерская программа и сообщество в Telegram. И если у вас не открывается сайт, просто воспользуйтесь VPN. Поэтому, если вы желаете изучить облачный майнинг более подробно, все ссылки и дополнительный бонус мы оставим в описании. Итак, поскольку у биткоина есть определенные особенности, давайте разберем, может ли он действительно защитить нас от инфляции. По этому поводу мнение, как всегда, делится на два лагеря. Одни утверждают, что фиксированное количество и децентрализация делают биткоин более привлекательным для инвестиций, а другие ссылаются на высокую волатильность и отсутствие обеспечения. Например, Майкл Сейлор, компания которого недавно докупила 6500 биткоинов, уже давно рекламирует биткоин как более выгодную инвестицию по сравнению с традиционными валютами. Он утверждает, что децентрализация и фиксированное предложение делают его лучшей защитой от инфляции, чем традиционные инвестиции. Также он утверждал, что биткоин – это цифровое золото, которое может защитить от снижения покупательной способности, вызванного инфляцией. В то время как Майкл Сейлор и другие фанаты уже давно рекламируют преимущества биткоина, скептики и известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет и Питер Шиф, думают совсем иначе. Баффет долгое время критикует биткоин, называя его красным ядом. Он утверждал, что биткоин не имеет внутренней стоимости и не является производственным активом, как акции или облигации. А его правая рука Чарли Мангер еще громче заявлял о своих претензиях к биткоину. Питер Шиф также критиковал биткоин, называя его спекулятивным пузырем. Он утверждал, что ему не хватает внутренней стоимости, а его высокая волатильность совсем не подходит для инвестирования. Но несмотря на такое отношение богатейших инвесторов, есть несколько аргументов в пользу биткоина для его использования в качестве защиты от инфляции. Во-первых, фиксированное предложение. Это значит, что он не может подвергаться такому же инфляционному давлению, как обычные валюты, ведь в будущем будет только 21 миллион биткоинов, не больше и не меньше. Во-вторых, это децентрализация, которая не подвергается таким же манипуляциям и контролю со стороны центральных банков и правительств. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности для инвесторов, которые обеспокоены вмешательством государств в их инвестиции. Обесценивание валюты происходит, когда правительство намеренно снижает стоимость своей валюты, печатая больше денег, как это сейчас делает ФРС, или применяя другие формы денежно-кредитной политики. Хоть инфляция и обесценивание валюты связаны, это не одно и то же. Инфляция может возникать по разным причинам, например, дисбаланс спроса и предложения, а вот умышленная государственная политика уже вызывает обесценивание валюты. Поскольку США и весь мир продолжают бороться с растущей инфляцией и экономическими проблемами, все больше и больше инвесторов, вероятно, будут использовать биткоин как потенциальную страховку от инфляции. Но вы должны понимать, что риски
риски всегда соответствуют доходности. Если вы ищете более стабильные активы, то крипта явно вам не подойдет. Лучше присмотритесь в сторону фондового рынка. Биткоин очень волатильный, нестабильный и непредсказуемый, поэтому с уверенностью сказать, что биткоин лучше всего подходит для защиты от инфляции, очень сложно. Так что имейте это в виду. На самом деле данный вопрос очень интересный, поэтому нам хотелось бы услышать и ваше мнение касательно биткоина и то, как он защищает ваши активы от инфляции. Напишите, что вы думаете в комментариях. Задавайте любые вопросы, и если вам понравился формат данного ролика, обязательно поддержите его лайком и подпиской на телеграм-канал. А чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик и оставайтесь на связи. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!